Есть такая фраза «кошка, собака не ко двору». Вот именно так можно было бы описать коротко и емко ситуацию с этой домашней персидской бедняжкой. Да, вы не ошиблись, кошечка действительно попала к нам не с улицы, а именно из дома. Причем другие кошки этих хозяев выглядят достаточно хорошо, сытые и довольные, и даже намека нет на то, что за ними плохо ухаживают. Почему эта персидская леди превратилась в то, что вы видите на фото, бывшая хозяйка объяснить не смогла. Понимая, что ладу несчастному созданию она не даст, она и попросила волонтеров ее забрать. Увидев кошечку, куратор не смогла сдержать слез. Взрослая двухлетняя кошечка весила 1,6 килограмма, даже котята в 6 месяцев весят больше 2 килограмм, шерсть сбилась в колтуны, а в некоторых местах была настолько редкой, что видна была кожа. Если бы шерсть не была длинной, наверное бы были видны и кости, потому что, когда куратор обхватила талию кошки, большой и указательный палец встретились без особых усилий. У Персеи, такое имя мы дали кошечке, еще оказались проблемы с туалетом. Связаны ли эти туалетные проблемы со здоровьем или носят психологический характер, еще предстоит выяснить, но, что очевидно, на данный момент нужно тщательно разбираться со здоровьем котеечки, почему вместо шикарной пушистой красавицы она представляет из себя жалкое худющее подобие кошки. В ветклинике были сделаны анализы, УЗИ, никто из врачей не поверил, что кошка молодая и домашняя, но УЗИ показало, что органы у нее достаточно молодые, но у кошечки очень много проблем, здоровье ее сильно подорвано. Персеи прописали достаточно дорогое лечение с применением таких препаратов, как гиптрал, урсофальк. Каждый день кошечке делаются внутривенные капельницы, чтобы поддержать ее состояние. Позже мы узнали, что хозяева лечили кошку традиционным русским способом, не предполагающим посещение ветеринарной клиники, водкой. Возможно, именно поэтому система ЖКТ сильно подорвана. Персея на удивление ласковая, ручная и общительная кота-девочка. Она с радостью идет на ручки, ложится на коленки и подставляет голову под ладонь, чтобы ее погладили. К нашему удивлению, условия передержки не показались ей пугающими, она абсолютно не пыталась выбраться из клетки и сразу же улеглась в гнездышко из коробки с теплой подстилкой. Она понимает, что ей хотят помочь, и терпит все неприятные процедуры. Мы очень рассчитываем на то, что молодой организм справится, и кошечка пойдет на поправку. В этой кошке сейчас сложно разглядеть красавицу голубых кровей. Но мы надеемся, что скоро Персея пойдет на поправку и станет настоящей персидской принцессой. Отвезли кошечку в ветклинику, сделали экспресс-тесты на 3 опасных кошачьих вируса, иммунодефицит, лейкемия и коронавирус. 2 теста дали положительный результат, лейкемия и коронавирус. И если от коронавируса есть спасение в виде китайского препарата GS, который стоит довольно дорого, но реально спасает, то от лейкемии спасения нет. Тест на лейкемию дал четкий положительный результат. Спасибо всем, кто оказал помощь в лечении кошечки. К сожалению, не всегда можно вылечить животных.